Рада приветствовать всех любителей вязания. Сегодня я подготовила для вас очень простой и в то же время универсальный узор. Он отлично подойдет как для тонких изделий, с ним можно связать топы, кофточки, легкий свитерок, такой, к примеру, как вы видите сейчас на экране, по мотивам которого я как раз и вязала свой образец. Также этот узор подойдет для более плотных вещей, например, для юбки, платья или же кардигана. Сам узор очень легко запоминается, быстро вяжется, а смотрится аккуратно и эффектно в любых вариантах. Пряжа для него подходит практически любая. Можно использовать гладкую, пушистую, тонкую ленточку, легкое букле. Очень красиво, кстати, выглядит в таком варианте. Также можно использовать не очень выраженную фантазийную пряжу. По расцветке пряжа также может быть любая, от белой до ярких оттенков. Красиво будет выглядеть в меланже, особенно в меланже, который ложится вот такими полосами. И вот эти изгибы, они будут формировать еще дополнительный рисунок. Тоже будет очень интересно. В градиенте получается тоже интересные варианты, но там нужно с градиентом подбирать просто, чтобы рисунок более-менее совпадал. Мелких частей, таких как рукава, скорее даже не мелких, а узких частей, и полочки спинки. Но это касается любых узоров и любых вариантов, если вы вяжете с меланжевой пряжи. Итак, вот так выглядит этот узор при вязании снизу вверх. Если же вы вяжете от горловины, он выглядит практически так же само. Смотря под каким углом смотреть, он формирует или же ромбы, или же вот такие галочки, или вообще непонятную фантазию. Вот я постараюсь вам его немножечко покрутить, показать, чтобы вы видели его под разным углом. Вот так выглядит изнаночная сторона этого рисунка. Раппорт узора, которым связан мой образец, составляет 17 петель в ширину и 32 ряда в высоту. Вместе же с вами я буду вязать этот узор в немного другом варианте, то есть здесь будет меньше петель в раппорте узора, и он будет, соответственно, уже и ниже. Итак, в данном случае здесь раппорт узора составляет 11 петель, поэтому я набрала 25 петель. 22 это 2 раппорта узора, 1 петля симметрии в конце ряда и 2 кромочные петли. Посмотрим в конце видео, как будет выглядеть более мелкий вариант этого узора. Итак, давайте приступим. Первый ряд, кромочную, я переснимаю и начинаю вязать раппорт узора. Первая изнаночная петля, далее идет накид, 4 лицевые, 2, 3, 4. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я меняю расположение петель на классическое, чтобы первая дужка смотрела на меня и петли не получались скрещенными. И провязываю вот таким образом. Хочу сразу обратить ваше внимание, что убавление здесь всегда смотрят на накид. И в первой, и во второй части раппорта узора. На накид это имеется в виду, что раппорт узора идет от изнаночной петли к изнаночной. И вот между ними это раппорт самого узора. И как вы видите, я сделала накид после изнаночной петли и убавление вправо. Далее 4 лицевые петли, 2, 3, 4. Изнаночная разделительная, накид, 4 лицевые, 2, 3, 4. 2 вместе лицевой с наклоном вправо.
4 лицевые, 2, 3, 4. Я закончила вязать 2 раппорта узора, ряд заканчиваю изнаночной, в данном случае это петля симметрии, и кромочной петлей. Все четные ряды этого узора провязываются по рисунку, то есть лицевая петля провязывается лицевой, изнаночные изнаночными, накид также провязывается изнаночной петлей. Если же вы вяжете по кругу, также все петли провязываются по узору, накид будет провязываться лицевыми петлями. Думаю, здесь никаких сложностей нет, поэтому четные ряды я буду провязывать за кадром. Третий ряд. Кромочную переснимаю, провязываю одну изнаночную. Далее над накидом предыдущего ряда я провязываю одну лицевую петлю, делаю накид, 4 лицевые. 4 лицевые – это стандартное количество петель, которое будет между накидом и убавлениями. Далее 2 вместе лицевой с наклоном вправо и 3 лицевые петли. Я закончила первый раппорт узора, повторяю: 1 изнаночная петля, 1 лицевая, накид, 4 лицевые петли, 2 вместе лицевой с наклоном вправо и 3 лицевые. Я закончила второй раппорт узора. Ряд заканчиваю петлей симметрии, у меня она изнаночная и кромочной. Пятый ряд, кромочную переснимаю, далее 1 изнаночная, также провязываю все петли плюс накид предыдущего ряда лицевыми, делаю накид, 4 лицевые между накидом и убавлением, 2 вместе лицевой дальше с наклоном вправо, 2 лицевые петли, 1 изнаночная и повторяю: 2 лицевые, накид, 4 лицевые петли, 2 вместе лицевой с наклоном вправо и 2 лицевые. Я закончила вязать второй раппорт узора, ряд заканчиваю изнаночной, это петля симметрии, и кромочной. Седьмой ряд. Кромочную переснимаю и вяжу раппорт узора. 1 изнаночная, 3 лицевые, включая накид предыдущего ряда. Он здесь хорошо, отчетливо виден. Считать петли не нужно. Далее делаю накид, 4 лицевые петли, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Сразу хочу показать, как выглядит это убавление. Вот видите, здесь нет четкой линии ни у меня, ни на большом образце. За счет этого создается мягкость этого узора, и можно его применять в любых вариантах. Если вы хотите более выразительный узор, чтобы эта линия убавлений была четко видна, тогда вам нужно поменять направление этого убавления. К примеру, если у меня все убавления идут к накиду, у вас они должны идти от накида в противоположную сторону. Я закончила вязать раппорт узора и повторяю: 1 изнаночная, 3 лицевые, накид, 4 лицевые петли, 3, 4, 2 вместе лицевой с наклоном вправо и 1 лицевая. Я закончила второй раппорт узора. Ряд заканчиваю изнаночной петлей симметрии и кромочной. Девятый ряд. Кромочная, 1 изнаночная петля, 4 лицевые, также включая накид предыдущего ряда. Далее накид, 4 лицевые петли, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. И вот это у меня убавление будет последним, так как я дошла до изнаночной петли. И неважно, какой вы выберете раппорт узора для себя, главное, чтобы он был, здесь было нечетное количество петель, а между изнаночными
четное количество петель. От этого будет просто зависеть высота и ширина самого узора. Но заканчивается полураппорт, когда 2 вместе дошли до изнаночной петли. Итак, повторяю: 1 изнаночная, 4 лицевые петли, накид, 4 лицевые и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной. Со следующего ряда я начинаю вязать второй полураппорт узора в высоту. В моем случае это 11 ряд. Итак, кромочную я переснимаю, провязываю 1 изнаночную, далее 4 лицевые петли. Теперь 2 вместе лицевой с наклоном влево, 4 лицевые и делаю накид. То есть убавление у меня вновь смотрит на накид. Повторяю: 1 изнаночная петля, 4 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 4 лицевые, накид. Я закончила второй раппорт узора. Ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной. 13 ряд. Кромочную переснимаю. Дальше 1 изнаночная петля, 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 4 лицевые, они остаются также постоянными. Далее накид, 1 лицевая петля. Я закончила первый раппорт узора и повторяю: 1 изнаночная, 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 4 лицевые петли, накид и 1 лицевая. Закончила вязать второй раппорт узора. Ряд заканчиваю изнаночной петлей симметрии и кромочной. 15 ряд. Кромочную просто переснимаю и начинаю вязать раппорт узора. 1 изнаночная, 2 лицевые петли, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 4 лицевые, накид и 2 лицевые. Я провязала первый раппорт и повторяю: 1 изнаночная, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 4 лицевые, накид и 2 лицевые петли. Я закончила вязать второй раппорт узора. Ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной. 17 ряд. Кромочная, 1 изнаночная, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 4 лицевые петли, накид, 3 лицевые. Я провязала первый раппорт узора и повторяю: 1 изнаночная, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 4 лицевые петли, накид и 3 лицевые. Я закончила вязать второй раппорт узора. Изнаночная – это петля симметрии, и кромочная завершают вязание ряда. 19 ряд, в моем случае это последний ряд. Итак, кромочная, 1 изнаночная, и сразу я провязываю 2 вместе лицевой с наклоном влево. То есть у меня перед изнаночной и перед убавлением не осталось петель. Значит, это последний лицевой ряд. Далее 4 лицевые, накид, 4 лицевые и повторяю: 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 4 лицевые петли, накид и 4 лицевые. Я закончила вязать второй раппорт узора. Ряд заканчиваю изнаночной петлей симметрии и кромочной. И вот так выглядит укороченный и суженный, так скажем, вариант
этого узора. Как видите, тоже интересно, особенно интересны такие варианты для более тонких вещей, а вот для более плотных, таких как кардиган, возможно, даже пальто, можно и немножечко расширить раппорт узора. Будет тоже очень интересно и выразительно. Надеюсь, такой узор вам пришелся по душе, и вы его, попробовав, придумаете какую-нибудь обновочку себе связать. Всем легких петелек и до встречи на канале!